И чем займешься? Я вернусь в топе. Постараюсь отыскать того странного ворона. Посмотрим. Там... О, стоп. Это книга? В замке монстров не было. А еще это видение. Знаешь, я впервые ее услышал еще тогда, когда... Еще когда даже не знал, что мироходец. Так, это будет сложно, но история примерно такая. Все жили, не тужили, потом пришел некий отец, подарил всем скинт. Абсолютно каждый мог использовать магические свойства скинта. А потом появился другой, зараженный кристалл. Начались вечные сумерки, прошло куча лет, и теперь многие не знают, что их предки могли использовать магию скинта. Это трэш. Это очень сумбурный кусок истории из предыдущей серии, запутавший даже GDH. Дало ли нам это хоть какие-то ответы? В целом, да. Но мы скорее приблизились к очень интересным вопросам. Например, а откуда все-таки сумерки появились? Куда пропало солнце? Кстати, я только сейчас понял, что солнца нет даже здесь. Как говорится, продолжаем понимать и кормить червяка, потому что пора сделать его чуть-чуть побольше. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы окунулись в историю. Давайте так, я не буду придумывать своем, зачитаю достоверное. Когда отец подарил нашему миру скинт, многие еще не знали его подлинной мощи. Тогда никто не знал, что скинт постепенно проникает в нас, становится частью нас. Стало понятнее, когда жители научились пользоваться путеводными скинтами. Но не все согласились принять эту новую силу. Постепенно наступили вечные сумерки, а разобщение и апатия накрыли весь Архей. Это правда сумбурная история, которую зачитал нам по книжке какой-то вороненок. Непонятно, как его зовут, но в него в конце вселился некий голос, который передал нам: не дайте очищению случиться, ведь иначе все миры, все мультивселенные погрязнут в бесконечной анархии. Эта история запутала даже GDH. Как объяснить им, что раньше они могли пользоваться путеводными скинтами? Что, кстати, сбивает с толку даже меня. Неужели все в этом мире были мироходцами? От себя могу сказать так, предыдущая серия это бомба. Она вносит огромную лепту в понимание, что такое скин, что такое голос, что такое мироходцы. Короче, признаюсь честно, до этой серии я немного проспойлерил себе и узнал то, что данный клык саблезуба, который я выбил вот с этой огромной кошечки, можно отдать Гимлину. Эй, Гимлин, привет, это правда? Это правда. Отдать клык саблезуба. Да что? О ты, Лолошка! Давненько ты не заходил ко мне, здорово! О, я уж думал, ты забыл про меня. Марк вот забыл. Возится постоянно с этим Альфредом. Да, привет, Гимлин. Слушай, ну для Марка это вопрос веры. Это важно для него. Хоть я и сам не разделяю его взгляды, но он очень принципиальный. Да знаю, я знаю. Просто поболтать-то все-таки иногда хочется. Угу, ну и как ты здесь поживаешь? Ну, да не жалуюсь. Как король, если честно. Была бы у меня хата такая на родину, ох, блин, все бы завидовали. О, да? Рад, что тебе нравится. Да, правда нравится. Спасибо тебе за это. Угу. Слушай, Гимлин. А что насчет клыка? Вот. А, точно, блин. Дырявая-то голова. Давай сюда. А, вот, отдать клык саблезуба. Так, ну, о, занятная штучка. Да ты не как в Мариборе бывал, парень. Да, правда, бывал. Ну даешь, блин. Хорошая вещица выйдет, хорошая. Сейчас, подожди. Так, и что ты сделаешь? О, амулет звериной ярости. Что? Я еще и заплатить должен. А, ну хотя да, логично, он же за бесплатно не работает. Так, амулет звериной ярости купить. Спасибо. Амулет звериной ярости. Амулет, созданный Гимлином из клыка саблезуба. Ненадолго увеличивает урон после убийства существ. Ого! То есть я могу наносить все больше урона, пока дерусь. Прикольно. Его, наверное, надо на что-то заменить, но... Гимлин! Бога ради, а ты куда идешь-то? Реально просто взял и убежал. Давай-ка, наверное, уберем амулет красного фиала. То есть мы будем чуть меньше восстанавливать хп, но пофигу. Если что, вернемся. И насколько у меня теперь больше атаки, как это проверить?
Это... Ладно, это, видимо, просто работает. Но так, чтобы прям проверить на цифрах, мы не можем. А вообще, кстати, насчет цифр. Надо заточить эльфийский длинный меч. Сейчас у меня +1, но я давным-давно подготовил крупицы скинта. Может быть использован для улучшения обычного оружия до +3. То есть, бам... Во! И теперь у меня будет +2, и урон станет +17. Да, смотрите, здесь ловкость 0,76, а здесь ловкость дает 0,8. То есть намного лучше. Еще давай. Ловкость дает 0,83, хорошо. Но также у меня появился необработанный осколок скинта. Давай-ка попробуем сделать из него что-то нормальное. Такс. Крутим. И да, реально получается. Что это? Осколок скинта, материализовавшейся энергии искры. Может быть использован для улучшения обычного оружия до +6. Ё-моё! Да, это определенно круто. Моя проблема с этим мечом такая, что надо больше ловкости качать. Но пока что проверяем, сколько? А, надо 2 штуки, да? Блин, ну, наверное, тратить прям все я пока не буду. Побегаю с этим мечом, он уже лучше, чем этот. Конечно же, не забываем про червяка. Я сказал то, что мы его покормим. Привет. У меня 2 зараженные скинтом плоти. Вот. Молодец, вкуснее тебе, вкуснее. О! Так, хорош! Фига себе! Давай еще разочек. Неужели ты станешь еще больше? Ой. Где яйцо? Скорлупа из странного яйца. Погоди, чувак, ты теперь странно выглядишь. Погоди, а я могу тебя там взять, может быть, или что-то в этом духе? Нет. Наверное, я могу тебя покормить. О, свинья, здорово. Так, прости. Ну-ка, кушай. Так. Сколько дадут? И это... Что? 12? Всего лишь 12? А чё так мало-то? Я думаю, то, что его надо прокачать еще раза 3, и вот тогда он будет давать нормально. О, кстати, у меня же теперь меч новый, да? А ну-ка. На! Сколько? Так, примерно 200 или 300, хорошо. О, господи, червяк теперь супер странно смотрится. Эй, здорово. Куда ты там прячешься? Скорлупу пока что сюда положу. Наверное, ее надо будет Гимлину отдать. Но перед этим, Невер. О, привет. Че это ты тут сидишь? Поговорить? Слушай, Невер, я тебе еще не говорил, но вчера в топях мы встретили другого ворона. Карл? Ворона? В топях? Вы что, ходили на руины моего дома, что ли? Да, мы... Да? Просто да? Ророжка, не молчи. Расскажи все. Да тихо, господи, рассказывать-то особо нечего. Я даже имени его не знаю. Хотя бы опиши его. Как он выглядел? Да как? Ну, называл себя сумасшедшим. А еще надевал очки для чтения. Карм, это никак не помогает. Ты что, такой же невежда, как остальные, что ли? Каждая птица разная. Разный цвет перьев, форма клюва. Даже размах крыльев отличается. Да, Невер, прости, у меня просто не было так много опыта в общении с птицами. Да и крыльев я его не мерил, понимаешь? Но все-таки кое-что могу сказать. Он был... странным, что ли? В каком смысле? Слушай, Невер, я не хочу делать громких заявлений, особенно когда говорю про твоего сородича, но то, как он себя вел и что говорил... в общем, я думаю, он действительно не в своем уме. Я бы даже сказал, совсем-совсем не в своем уме. Так. Ну, а еще у него была книга отца. Джон еще подметил, что это не отредактированный вариант. Изначальный? Да, точно, изначальный. Вот оно как. Как? Эй, Невер! Оставь меня, Ророжка. Я пока не готов это обсуждать. Может быть, позже. Чуть позже. Что, ты... Подожди, ты что-то понял? О чем? Подожди. На что он так зацепился? Так, да, а еще у него была книга отца. То есть ты на это зацепился? Может быть, все-таки, не знаю, поговорим? О, да, реально поговорим. Нет, я не хочу сейчас разговаривать, Ророжка. Ну подожди, ну давай. Не трогай меня. Я же говорю, мы еще успеем поговорить. Позже. Да, все, поговорить больше не можем. Так, слушай, давай-ка на всякий случай, чтобы на будущее не забыть, купим эксперимент. Прости, что донимаю тебя, ну-ка, что новенького? Так, редстоун был, здесь все это было. О, свечки, декорация. Я не думаю, что мне из этого что-то пригодится. Может быть, конечно, какая-то руда появилась, но вот так просто сходу ее заметить, увы, не могу. А еще, кстати, я понял, что давно не разговаривал с Марком. Привет, Марк. Че, все еще что-то стругаешь? Поговорить? Эй, знаешь, что я заметил? Что? О,
Ты же понимаешь, что не обязательно каждый раз передо мной отчитываться. Да, я понимаю, но все равно захотел поделиться. Ты против? О, да говори уже, что ты хотел? Короче, мы с Джоном были в топях и... Ну, серьезно? Ты решил рассказать мне о своей прогулке? Да нет же, Марк, да слушай меня, я о другом. Там не было монстров. Там вообще никого не было. Кроме ворона, странного ворона. Никого, говоришь? Да, абсолютно. Ты об Архее-то больше знаешь, может быть, скажешь? Это нормально? Ну, чтобы никого не было, вообще... Нет, это ненормально. Сколько я помню, топи всегда были рассадником воплощенных. Хотя, я там даже ни разу не был. А, серьезно? А я думал, такой бравый воин, как ты, такому месту только обрадовался бы. Вообще-то такой бравый воин, как я, не идиот, чтобы погибать безрассудно. Чем дольше живешь, тем больше битв застанешь. И, кстати, я впервые слышу, чтобы там кто-то... жил? Хотел бы я посмотреть на этого смельчака. Говоришь, вы там не встретили ни одного воплощенного, да? Угу. У тебя, может быть, есть идеи, что это может быть? Нет. Ни одной, кроме тех, что я тебе уже озвучивал. Но ты не стал меня слушать. Серьезно? Что это связано с очищением? Опять ты за свое. Да ладно тебе, Марк. Ну, может быть, скажешь? А, поговорить. Знаешь, мне кажется, у тебя были дела поважнее. А даже если нет, мне больше нечего тебе сказать. Проваливай. Что ж вы все такие неразговорчивые, ребятки? Иди, проверь еще пару мест. Может быть, это просто совпадение. Там явно есть монстры. О, а вот это, кстати, хорошо. Да уйди ты уже. Я хочу подумать в тишине. Ладно. Так, в итоге просто купить. Не, ну слушай, на самом деле хорошая, дельная такая фраза. Проверь еще пару мест. А может быть, действительно там есть монстры? Так, здорово, ребят. знаешь ли, я удивлен, что Дворф проявляет столько участия. Вы же вроде как не любите людей. Или я не прав? Да, прав. Только из всех долгоросликов охотники хотя бы больше всего внимания заслужили. Не только на байки церковные не ведутся, но еще и остальным помогают. А еще дерутся неплохо. Пользу приносят всем. К тому же он друг Лолошки. Кому-кому, а этому долгорослику я верить еще хоть как-то могу. Если уж он заботится и беспокоится об этом охотнике, то уж явно не просто так. О, вот оно. Ага, значит, человек передо мной хороший. Я бы, конечно, предпочел с людьми не пересекаться вовсе. Но если кого и выбирать, так это точно кого-нибудь из охотничьего цеха. С ними всегда есть что обсудить. Не боятся руки запачкать. И собутыльники из них, между прочим, тоже хорошие. Оу, собутыльники? Ну да, я так и сказал, собутыльники. Слушай, а может быть тебе будет мой грибной супчик интересен? У него эффект, знаешь ли, не хуже, чем у пива. Только еще и полезнее. Не, слушай, меня Марк уже предупредил, что твои супы не надо пробовать. Вот предложил бы ты меда бродившего, я бы еще как-то подумал, конечно. А я, кажется, понял. Медовуха из грибов? Такого я еще не делал. Но я же могу всегда попробовать. Ой, слушай, мне кажется, ты меня не так понял. О, Лолошка, здорово! А ты как давно здесь-то, а? Да, еще раз привет. Успел услышать отрывок вашего разговора. Ну и ладно. Мы ж тут не секретничаем, если чё. Так. Совсем хреново дело, да? Не разбираюсь я в этой заразе, если чё, но... Выглядит, конечно, да. Если нашего кто кусал из зараженных, так мы его это сразу, ну, вот. Для Дворфа смерть в бою — это честь. А тут чё, какая ж честь быть тварью зараженной-то, а? Вот то-то и оно. Нет в этом чести. И не было никогда. Ой. Пойду-ка я, наверное, к себе, пока меня этот снова не загрузил глупостями своими. Удачи тебе, Гимлин. Ой, слушай, юноша, ты уж так не волнуйся. Ни одному еще от моих снадобий хуже не стало. Так сказать, никто и не жаловался. Никто из них ни на что вообще больше не жаловался. Беренгарий, слушай, ты такими речами меня в могилу сведешь. Так ты что, тоже мои снадобья пробовал? Знаешь, твои бы снадобья, да монстром в глотке. Вообще-то то, чем я занимаюсь, это искусство. Кто станет метать бисер перед свиньями? О, Беренгарий, ты странный. Ты лучше скажи, как Альфред-то?
Так ты его проведать пришел, что ли? Ну, да. Улучшений нет? Ай-яй-яй, нет, юноша. Если вдруг будет чего, я тебе первым сообщу, ты не волнуйся. Ага. А, ну можем еще поговорить. О, супчика бы сейчас. Так, а еще не забыть удобрить огородик. Счет улучшает память. 1, 2, 3, 4... забыл. Какой странный чувак, а? А у него правда есть бутылочка меда, посмотри-ка. Деревянная тарелочка, ступка. Ну, ощущение, что, конечно, в будущем это еще как-то может пригодиться. Ну, не просто же так здесь светящиеся ягоды, какой-то пятиконечный листик. Короче, явно пригодится. Кстати, а где GDH? Интересно, он у себя в замке или все-таки, как обычно, куда-то ушел? Эй, всем привет. Здесь кто-нибудь... О! Джон, а? Ой, ты мне солнце загородил, ложкой. Что? Но здесь нет солнца. Ну так, потому что ты его и загородил. Чего? Ой, да то. Вот ж ты дуреха-то, ложкой. Не даешь нормально пофантазировать. Будто это не твой дурацкий сон, а райский пляжик. Чайки летают, волны шумят. Но я открываю глаза, и снова ты. И никаких чаек. Попроси Невера покричать как чайка. Уверен, он тебе не откажет. Ну и крыльями помахать. Будет тебе летний бриз. Ничего себе. Скажи-ка честно, а? Ты что, издеваешься надо мной, а? Нет, Джон. Просто шучу. Ну так прежде чем пытаться шутить, научись это делать. Это ты еще шуток Беренгария не слышал. Ну нет, к сожалению, слышал. Так чего ты хотел-то? Ну так вот, я поговорил с Марком насчет топий. Вернее, про отсутствие там монстров. И? И вот он сказал, что это необычно и не характерно. То есть все то же самое, что сказал тебе я, да? Ну да. То есть мне ты не поверил? Да, Джон, не в этом дело. Я просто хотел убедиться. Марк живет здесь значительно дольше нас. Значит, и знает больше. О, да, ну и логика. Чего же ты тогда не поспрашиваешь у церкви? Или у самих монстров? Они же наверняка живут здесь намного дольше, чем Мракогрыш Траклар. Тебе повезло, что я не желаю тратить свои ограниченные ресурсы на твои глупости. Такая ситуация, Лолошка, не только в топях. В других районах Архея монстров тоже стало меньше. Слушай, нифига себе, продолжай. Ну, что добавить? В Эшхолде тоже заметили. Садыка говорит, что церковь пока отмалчивается, а горожане считают это знаком отцовской благодати. Ай, ладно, Лулошка, иди куда-нибудь подальше, а? Я хочу вернуться в свои чудесные фантазии. Спасибо. Кстати, а почему ты просто не создашь себе пляж? Не хочу. Подожди, ты сейчас серьезно? Ты будешь продолжать свои выдуманные солнечные ванны вместо дел? Иногда я не понимаю, зачем вообще с тобой контактирую. Это я контактирую с тобой. Если бы не я, Лолошка, ты бы обо мне не узнал. И кому бы от этого стало хуже? Блин, такой диалог, конечно. Реально, 2 сапога пара. О, поговорить. Эй, ты снова загородил мне солнце. Да, тут нет солнца. Я тебя не вижу, не слышу. Бла-бла-бла-бла. Я Лолошка, я мешаю другим отдыхать. Бла-бла-бла. Вот как можно с таким взаимодействовать? Господи, то есть тебе просто лень? А то, что у нас Альфред погибает и там вся вот эта муть? Нет? Джон. Так, получается, монстров становится меньше. По правде говоря, это интересно. Если монстры исчезнут, то где я буду добывать все спарки? А откуда вообще их получают остальные, кстати? Я не смогу найти столько мяса, чтобы кормление червя стало моим основным доходом. Надо бы добыть про запас, пока не поздно. Наверное, самое время наведаться в заброшенную долину. Там от монстров отбоя не было. Заброшенную долину? Это что? Я не помню. Так, ну у меня вообще 18 тысяч спарков. Это как будто много, не? Переместиться. Заброшенная долина. Это где? Вот, заброшенная долина. Точно, тронный зал. Здесь было постоянно очень много монстров. Я тут фармил примерно по 2000 спарков. Переместиться. И пора использовать мой эльфийский длинный меч.
Что-то как-то совсем тихо. Может быть, все чудища просто на другом этаже? А куда все монстры делись? Я не понял. Так, слушайте, я, конечно, все понимаю, но вот это мне, честно говоря, не особо-то нравится. Ай, тихо. Где в итоге монстры-то? Блин, слушайте, то, что они пропали, это, походу, прям правда-правда. На улице я не вижу ни одного монстра. Здесь я тоже не вижу ни одного монстра. У меня, знаете, складывается ощущение, что их кто-то созвал. Значит, кто-то управляет ими. И, походу, где-то копится огромное полчище. Все еще пусто. Что там говорил Джон? Не везде исчезли монстры? Я бы подумал, что он врет, но он ведь никогда не врет. Тут явно делать нечего. А, кстати, да! Я помню, монстры были у эльфийских каких-то врат или что-то в этом духе. Короче, в лесу Марибор. Но перед этим мы кое-что сделаем, перемещаемся обратно в сон. Я перед началом серии забыл... О, нет. Ложка. О, снова. Подожди. Ты знаешь мое имя? Кто ты? Эй! Ой, ну неужели ты опять пропадаешь без объяснений? Мало времени. Я должна тебя предупредить. Армия, которую он собирает. Вам нужно быть готовыми. Армия. Подожди, что за армия? Кто собирает? Отец? Эй! Эй, да боже, пожалуйста, ответь! Ну пожалуйста! Черт! Ответь! Опа! Ага. То есть ты тоже слышал этот голос? Я угадал? Да, угадал. Ну, конечно же, я угадал. Боже, Джон, пожалуйста, вместо того, чтобы хвалить себя, мог бы просто помочь. Да, точно. Чем? Да хотя бы рассказать то, что знаешь сам. То есть это я должен совершить прыжок веры и рассказать тебе о голосах в голове до того, как ты расскажешь мне о них, верно? Вообще-то я намекал, позволь заметить. Буквально недавно. Когда глаза ворона засветились, ты упомянул знакомую, но... Опа! Да, друзья, у него действительно есть когнитивные способности, посмотрите. Когда мы уже все засомневались, случилось чудо. Он решил проявить себя. Джон. Так ты тоже слышал, да? Браво! Он продолжает, только посмотрите. Он умный. Джон, я тебе говорю, хватит, прошу тебя. Мне начинает казаться, что ты так гримасничаешь, когда у тебя у самого нет ответа. Ну понятно. Вот и прошло так же быстро, как началось. Просто скажи, что говорил тебе этот голос? Ну, ничего такого, чего бы ты еще не знал, и из того, что тебе нужно знать. Вот опять. Да ладно, ты лучше расскажи, что она сказала тебе сейчас. Она сказала, что готовится атака, что мы должны быть готовы. И наверняка она не сказала, где будет эта атака и когда. Правильно? Как всегда, очень полезно. В любом случае, Джон, мы должны что-то предпринять. А что? Что мы можем предпринять с такой информацией? Ну, я не знаю. Ты же в команде гений, разве нет? Вообще-то я гений, потому что понимаю, на что стоит тратить силы, а на что нет. Ну тогда, если нам не хватает информации, значит, надо ее где-то добыть. И чем займешься? Плевать. Я вернусь в топе. Постараюсь отыскать того странного ворона. Его книга наверняка может помочь, хотя бы немного. Ой, да ладно тебе, там нет ничего больше интересного. Я же читал. Вот именно. Ты читал, не я. Какой серьезный. Ладно, я с тобой. Ого! Так ты все-таки помочь решил? Не. Ладно, ты прав, все равно для меня там ничего интересного нет. Останусь здесь. Пока. У меня кажется, знаете, от диалога с GDH у меня скоро рак мозга реально случится. Короче, я понял, мне нужно на болото, но давай-ка, наверное, перед этим мы посмотрим, что в итоге за это строение. Там, по идее, монстры должны появляться. А еще я подумал, что все-таки надо улучшить меч, потому что плюс 4 это явно солиднее. Да и в целом, если что, нафармим больше. Так, спасибо. Далее строимся. И здравствуйте! О, как это прикольно выглядит. Только... где все? Привет? О, дверь. О, нифига себе, как это прикольно! Ху-ху-ху-ху! Так это вот так вот и работает, оказывается. Ну что, проверим мой супер меч? На! Ой-ой-ой, больно-больно, но и я тоже делаю больно. На! Так, а спарки?
Нет, спарки не падают, блин. То есть чисто плоть и... Кстати, плоть. Ее же можно кормить. Ну-ка, здесь у нас ничего интересного, ничего интересного. Я так понимаю, то, что зомби здесь тоже спавнится раз в какой-то промежуток времени, как и руда. Необычно, на самом деле, смотрится. Так, выходим. И да, мы можем, если что, подняться наверх. Так, ой. Хорошо. Здравствуй, Марк. Я тут хочу немножечко заточиться. Итак, сейчас ловкость дает 0,83. И по идее, начиная с плюс 4, будет больше, да? Прям сильно больше. Ну-ка. 0,90. Офигеть. Сразу на 0,07. Шикарно. У меня урон уже от ловкости плюс 20. С Джоном поговорить мы в итоге не можем. Ладно, тогда телепортируемся в эти самые топи. И гиблые топи переместиться. Здравствуйте. Так, в итоге, где мы видели этого ворона? Вопрос. Тут нет ничего интересного не только для Джона, но и для меня. Сейчас начинает казаться, что у нас с Джоном была коллективная галлюцинация. Место выглядит абсолютно необитаемым. А, кстати. Ну не, я думаю, то, что этот ворон на самом деле существует. Я прям уверен. Куда мне можно пойти? Всем привет. Я же по-любому что-нибудь должен найти. Ну, типа, я не просто так сюда пришел. Вообще, надо найти место, где этот ворон был. Где он сидел. О, стоп. А вот эта башня, я ее не видел. А, так погоди, это та самая башня, где он и сидел. Да, вот тут. И это красное затопленное здание тоже здесь. Так, неизвестный ворон, ты здесь? Блин, я что-то немножко тут стремаюсь ходить, честно говоря. Ну, в само здание явно не попасть, потому что как только мы падаем в воду, здесь появляется заражение. Ну, тогда мы можем, наверное, вернуться на дорогу, где мы с Джоном ходили. Да нет, в итоге это просто дорога. О, что это? Воу, здравствуй. Куда? Куда? Не понял. Ящерка, стой! Ее убить надо или что? Почему у тебя какой-то скин странный? Кстати, это реально красный скин. Это не зараженный скин. Я только сейчас это понял. Да бога ради, остановись! Алло! Прекращай бежать. Осколок жизненной силы. Я знаю, где его использовать. Я видел в прокачке фонтана жизни. Там точно это было. То есть все-таки какие-то монстры есть. Но! Вы поняли? Эта ящерица не была порабощена зараженным скинтом. Из-за этого отец, который собирает армию, не смог призвать именно эту ящерицу. Этот осколок в крафте не используется. Опять же, мы знаем, что его можно использовать в улучшении. И жизненная сила звучит прикольно. Так, на всякий случай посмотрим. Там... О, стоп. Это книга? Подожди, это типа, это не дочет визуальный? То есть, с предыдущей серии осталась книга, и в итоге... Да, у меня, знаете, у меня ощущение, что разработчики, короче, оставили здесь книгу, ну, типа, как текстуру, и по итогу, скорее всего, я подобрать-то ее не могу. Хотя у меня появилось стойкое желание попробовать это сделать. Так, вот здесь можно забраться. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, я не смогу этого сделать, но... Будем считать, такая небольшая сюжетная дыра. Хотя, смотри-ка, забраться-то здесь можно. Ух ты, фига, это было, оказывается, даже проще, чем я думал. Ну-ка. И тут... Это не сюжетная дыра! Это не сюжетная дыра! Ее реально можно взять, что? Интересно. Надо будет прочесть на досуге. Так, ладно, хотя бы у меня есть доказательства, что мы не сходим с ума. По крайней мере, пока что. Думаю, можно возвращаться. Это не сюжетная дыра! Я реально увидел эту книжку, я такой думаю, блин, ну типа неприятно, да, такой визуальный баг. Материальные желания, руководство по загадыванию и использованию, том 3, сфера желаний. То есть, погоди, этот ворон специально оставил какой-то другой том? Да, это... Слушайте, у меня, знаете, у меня складывается какое-то ощущение, что это не просто ворон, это какой-то джин. Ну типа, он такой сумасшедший челик, который может всякое, но просто этого особо не показывает. Ну давай-ка, наверное, телепортируемся сейчас домой. Не нравится мне это. Чего не нравится? Что я не захотел идти с тобой по бесполезному делу? Да нет, в замке монстров не было, в топях этого ворона тоже не было, а еще это видение... Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Великий Отец призывает воплощенных. Он собирает их. Очищение уже близится. Ох, господи, будь добр, заткнись, пожалуйста. Что?
Как ты смеешь? Да обычно я смею. Иди, тут взрослые разговаривают. Но ты... Стоп, пожалуйста. Господи, вы можете успокоиться или нет? У кого это тут зубки прорезались? Мне надоедает тратить время на ваши словесные перепалки. В следующий раз попрошу Невера построить детский сад с игрушками. Самое место! О, ладно, это было забавно. Ты вообще можешь когда-нибудь помолчать, а? Марк, я благодарен тебе за информацию. Но сейчас я бы хотел продолжить разговор с Джоном, хорошо? Да, давай, иди. Ладно, я понял. Ты знаешь, где меня искать. Ну знаешь ли, на самом деле дела действительно плохи. Джон, я тебе еще раз попрошу, хватит так про Марка, прошу тебя. Ай, да я не о нем. Если даже она говорит, что нас ждет что-то серьезное, то... это ведь она привела нас сюда. Что? Что ты имеешь в виду? Знаешь, я впервые ее услышал еще тогда, когда... Еще когда даже не знал, что мироходец. Уже тогда она просила о помощи. Я не понимал, думал, это какие-то глупые сны. Знаешь, жаловался, что мне снится одинаковый дурацкий сон. Я даже злился на него. А она все звала. А потом, когда я узнал, что мироходец, все стало на свои места. Я начал изучать вспышку. И, засыпая за рабочим столом, снова слышал ее голос. И вот, кстати, мы здесь. Так, это интересно, расскажи поподробнее. Ой, да куда уж подробнее-то, а? Хватит с тебя. Займись чем-нибудь, не знаю, полезным, что ли. Обалдеть. Просто реально взял и пропал? Ладно, тогда надо заняться чтением. Материальные желания — это интересно. А раз уж это еще и руководство, то полезно. Ага, да. Так, прям реально начал... Ой. Это было... Стоп. Необычно. Кажется, я мог бы придумать применение этой звездочки. И не показывать ее Джону. Вот бы у меня только была более продвинутая мастерская. Я понял! Это руководство, как создавать что-то из спарков, как Невер! Несбывшееся желание. Не говори вслух, а то не сбудется. Вау! Хо-хо-хо, прикольно! Таки погоди, а я как раз где-то 2-3 серии назад начал копить на улучшение мастерской. И мне интересно. Так, да, золото есть. Дерево, ну в целом купим. Наковальня есть. Редстоун будет. И медный блок тоже есть. Короче, по сути, все, что мне сейчас нужно у тебя купить, Невер, это побольше редстоуна. Давай, наверное, вот так вот. Примерно вот так вот, хорошо. И дальше немножко меди. Хотя нет, это дорого. 100% нужно дерево. И у меня остается еще 16 тысяч. Короче, сейчас все будет. Все, ресурсы собраны. Улучшаем. О, максимальный уровень, да ладно. То есть мастерскую больше не улучшить. Ого. Так, ну давай посмотрим, как она хотя бы изменилась. Какая красота! Нифига себе! Да она прям реально огромная. Ну-ка, если я зайду, то тут... Да, что-то будет. Ну-ка. Внимание! Доступны новые рецепты. Желание жизнь, желание выносливость, желание богатство и желание барьер. Ну вот и отлично. Надо будет проверить это в деле. Должно очень сильно помочь в бою. Вот вроде бы желания сбываются, но что-то легче не становится. Подожди, какие еще желания? О чем речь? Смотри, мне дали сфера желаний. Странный механизм, позволяющий исполнять желания. Блин, говорится, конечно, это все слишком кликбейтно. Сфера желаний. Сейчас бы еще серию так назвать. А помните, я назвал того вороненка Джином? А кто исполняет желания? Джины. Я что-то прям призадумался, честно говоря. Так, как это использовать? Сфера желаний. Оп. Так. Что я сделал? Еще раз? Что ты делаешь? Я не понимаю. Господи. Наверное, в эту сферу надо запихать что-то. А для этого нужно еще и... Да, теперь у этого несбывшегося желания появились крафты. Желание выносливости, богатства. О, богатство. Звучит очень хорошо, как будто это спарки. Давай-ка даже возьмем и попробуем. Вот, желание богатства получается. Оп. Оно сразу куда-то впиталось или что? Куда оно делось? Куда оно делось? Что происходит? Так, ладно, я попробую использовать сферу желаний. И... Да, смотри, оно стало теперь желтым. Как это работает? Я не понимаю.
долбаная сфера желаний, давай! Короче, спустя время я решил спросить, как это работает, и оказывается, теперь в скинте появилась новая вкладка. Желание. Вот оно! Желание богатства. Будучи заключенным в сферу, увеличивает количество добываемых спарков. Удваивает добычу спарков в течение 10 минут. Так, вставляем. Окей, встать. Блин, а как добывать спарки? Погоди, как добывать спарки, если у меня, типа, ну, все плохо со спарками? Типа, монстров-то нет. Сфера желаний используем. О, да! Теперь начало крутиться. Ля, какая красота! Слушайте, механики в этом сезоне мое почтение. Но я все-таки помню, что где-то монстры были. Это получается переместиться, эльфийские руины, переместиться. Я же, получается, могу фармить, да? Скажите, что... О, да, монстры, вижу. Здорово, ребятки! А ну-ка, сфера желаний. Так... Я вроде что-то использовал. Какая анимация прям классная, мне нравится. Как это в итоге удваивается, пока непонятно, но сейчас мы как раз... Ой, сейчас мы как раз попробуем наш новый меч. Короче, непонятно, насколько я теперь буду богаче. Но, ладно, убиваем. И... О, нифига себе! С 2 бобров 400 спарков! Так это я еще и не всех убил. И мне дали, кстати, необработанную крупицу скинтонита. Это, по-моему, та самая крупица, которая позволит кинжал улучшить. Но кинжал я дома оставил. Все, вот это фарм. 9200 на ровном месте. Та-дам! 22 тысячи спарков. В итоге у меня очень много крупиц, очень много других крупиц и осколков. Осколки, конечно, я фармил с очень большим желанием. Так, теперь это все автоматизировано. Это прям радует. Что? Ой, да ладно, наждачная бумажка сломалась. Че, серьезно? Как она там называлась? Пергамент или что-то в этом духе? Бумага. Да, вот она. Делается при помощи песка и бумаги. Окей. А все вещи складываются в сундук. Удобно. Эй, Невер, привет. Песок продаешь? Я очень надеюсь, что да, спасибо. Здрасте, бумага. Итого у нас 3 штуковины. Блин, они не стакаются, обалдеть. Все, давай, супер палец, работай. Эть. Хорошо. И... Молодец. Ай, какая приятная штуковина. Так, пора проверить, насколько круче будет меч. Сейчас, получается, урон дается от ловкости 0,90. И будет 0,95. Итого у меня уже плюс 21 урон. Да, слушай, прям хорошо. Берем. Капец у меня меч уже, ребят, да? Я благодаря этим осколкам могу еще до плюс 6 бахнуть. И каждая ловкость будет давать, наверное, плюс 1 урон. Вообще, пока я фармил, понял, что фиал жизненной силы немного маловат. Его бы прокачать, поэтому здравствуйте, фонтан. 10 тысяч спарков и осколок. Улучшить. Максимальный уровень, да ладно. Он всего лишь увеличивает эффективность. Емкость он не увеличивает. Да ты чё? Давай-ка на всякий случай проверим. Здравствуйте. Ой-ой-ой. Слушайте, мне кажется, раньше было красивее, не? Тут фонтан прям был. А сейчас это, не знаю, лужа какая-то. Ладно, главное, что теперь тут эффекты лучше. И мы будем восстанавливать еще больше. Получается, сейчас мы знаем, что великое очищение грядет. Где-то собираются войны, точнее монстры. Где они собираются, зачем они собираются, неизвестно. При этом тот самый вороненок, которого я называю Джином, оставил нам книгу, том «Сфера желаний». Странные эти вороны. Вообще, вся раса у них какая-то странная. Но знаете, что я могу точно сказать? Мне нравится вот эта многогранная история. Мне нравится, что история, она не цепляется за что-то одно локальное. Оно везде и всюду простилается. И в целом это, ну, как бы... все равно одна полноценная история. Вот так. Надеюсь, вам так же, как и мне, нравится. И я очень надеюсь, что вы уже в который раз, досматривая до конца, ну или даже если это первый раз, подпишитесь на канал. Сейчас в условиях замедленного ютуба, который как будто продолжает замедляться все жестче и жестче, ваши подписки и лайки — это самое ценное. Это всегда было ценным, но сейчас, по сути, все понимают, что алгоритмы хоть какие-то живут только благодаря вам, зрителям. И только вы, зрители, можете помочь сейчас каждому ютуберу. Спасибо большое, если не пропускаете мимо ушей. На этом я заканчиваю. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и грядущее великое очищение, а также желание. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.